Привет! Вы на канале Ильи Яшина. Он сейчас в тюрьме за то, что говорил правду о войне и выступал против Путина. Но из тюрьмы не выступишь на ютубе, не разоблачишь очередного жулика. Мы, его друзья из Scanner Project, поэтому поможем. Одно расследование о бенефициарах войны уже вышло на канале. Мы продолжаем. Ждем вашей поддержки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Мы продолжаем говорить о людях, которые зарабатывают на войне с Украиной, но свое будущее связывают с Западом. Сегодня мы будем собирать пазл из характерных историй об очень интересной семье. Это Константин Николаев, 140-е место в списке российских миллиардеров, сколотил свое состояние на железнодорожных перевозках. Сначала Константин был младшим партнером олигарха Алексея Мордашова. Они вместе владели компанией «Северстальтранс». Но затем Николаев с партнерами выкупили долю Мордашова и создали крупную международную транспортную компанию Global Trans. Возят они по железной дороге нефтепродукты, уголь, древесину и металлы. Головной офис зарегистрирован на Кипре. Компания работает в России и в Украине. Сегодня Константин Николаев со своими партнерами продолжают контролировать кипрский холдинг. Правда, в Украине после российского вторжения у Николаева все же заблокировали больше 3000 вагонов. Сам бизнесмен особых проблем не испытывает, несмотря на то, что он и его жена попали под санкции Украины. Кстати, Светлана большая любительница стрелкового оружия. Со временем ее страсть привела семью к соучастию в войне. Я уверен, что большинство из вас раньше вообще не слышало о таком политике, как Константин Николаев. Неприметная фамилия очень этому помогает. Но это не помешало ему попасть в скандалы международного уровня. Помните такую Марию Бутину? Сейчас Мария депутат Госдумы, не вылазит с федеральных телеканалов. Пару лет назад она буквально пыталась доказать, как хорошо и комфортно Навальному сидится в российской колонии после отравления. Это вот это пыточное исправительное учреждение? Безусловно, вот это, да. вот это пытка? Безусловно, это пыточное Вы сейчас, вы сейчас в своем уме? А вы по российским регионам путешествовали? Это лучше, чем гостиница в стиле Косиха Алтайского края. Да что вы там выросло? 12 лет назад мало кому известная тогда активистка Мария Бутина из алтайского села Косиха открыла общественную организацию «Право на оружие». В России с правами не задалось, и активистка отправилась в США. Там она быстро нашла местных коллег. Мария подружилась с руководством Национальной стрелковой ассоциации. Эти ребята, как правило, из южных штатов, опора партии республиканцев. В 2018 году Марию Бутину арестовала ФБР. Ее обвинили в лоббизме и продвижении интересов режима Путина в политических кругах США. На допросах Бутина рассказала, что ее деятельность и организацию «Право на оружие» финансировал как раз наш олигарх Константин Николаев. Представители Николаева заявили, что миллиардер отношения к Бутиной уже давно не имеет. Донатил он по просьбе жены Светланы, а потом якобы быстро разочаровался в организации и перестал ее поддерживать еще в 2014 году. Светлана Николаева действительно увлекается стрелковым спортом. Началось все с тренировок в подмосковном клубе «Объект», где жена миллиардера доросла до инструктора и выступлений в турнирах в США и Израиле. Потом Светлане захотелось больше – делать оружие, и любимый супруг дал ей денег на строительство завода российских винтовок. Константин Николаев помог жене не только деньгами, но и связями. В проект вложился Михаил Абызов, в то время министр и близкий друг Дмитрия Медведева, а сейчас заключенный СИЗО Лефортово. А на руководящие должности на заводе были назначены сын и племянник Дмитрия Рогозина.
Сам Рогозин тогда был вице-премьером по военно-промышленному комплексу. Винтовки, произведенные на заводе промтехнологии, назвали красиво «Орсис». Это сокращение от оружейные системы. Лицом бренда пригласили стать обычного гражданина России Стивена Сигала. В 2015 году Мария Бутина, якобы уже не связанная с Николаевыми, привезла американцев из Национальной стрелковой ассоциации на Подольский завод промтехнологии. Кто приезжал? Кроме ключевых руководителей ассоциации был шериф округа Милуоки, штат Висконсин, Дэвид Александр Кларк-младший. Это яркий сторонник Дональда Трампа, публичный критик движения Black Lives Matter. В своей публичной декларации шериф указал, что его поездка стоила почти $20 тысяч, 6 тысяч из них оплатила организация Бутиной. Американские стрелки в Москве пообщались еще с министром Лавровым и вице-премьером Рогозиным. Через несколько месяцев после этой поездки Национальная стрелковая ассоциация поддержала выдвижение в президенты Дональда Трампа, большого друга Владимира Путина. Кстати, как раскопала газета «Вашингтон-Пост», студент колледжа Колумбийского университета Андрей Николаев, сын Константина и Светланы, даже волонтерил на избирательной кампании Трампа. Там же, в колледже, Андрей Николаев входил в руководство университетского сообщества республиканцев, которые отметились приглашением ярых конспирологов, поддерживающих Трампа. Вот, например, Майк Чернович, который рассказывал, что Демпартия США и пиццерия Комет Пинг-Понг вступили в сговор по сексуальной эксплуатации детей. Раскрутка этой теории заговора закончилась вооруженным нападением на пиццерию. Встреча Черновича со студентами прошла бодро. Thank you. Thank you. Thank you. Anything else? Thank you. Кандидат Николаевых на выборах президента США победил, и Константин со Светланой приехали на инаугурацию Трампа. Была там и Мария Бутина, а также миллиардер Алексей Репик, о котором мы рассказывали в этом видео. Ссылка появится в верхнем углу. Посмотрите, это интересно. Поддержка Трампа со стороны Николаевых оказалась не напрасной. Год спустя Трамп подписал с лидером Китая контракт на 20 лет на поставку этана из США в Китай. Этан – это газ, важнейшее сырье в нефтехимии. Стоимость контракта – $26 миллиардов. Поставщиком оказалась компания Николаева American Ethan. Эту компанию Николаев основал с бывшим депутатом Госдумы Михаилом Юрьевым и бывшим советником администрации президента Александром Волошиным. Вкладывался в нее и близкий к Путину олигарх Роман Абрамович, но быстро вышел из бизнеса. Николаев и его партнеры по American Ethan пробовали влиять на американскую политику и в 2018 году, когда в США проходили выборы в Конгресс. Как следует из отчета избирательной комиссии, в нарушении федерального закона российские олигархи финансировали определенных кандидатов. Вернемся к оружейной компании Николаевой. Завод промтехнологии давно поставляет винтовки Орсис российским силовикам, в том числе службе внешней разведки, Росгвардии и Федеральной службе охраны. И не только в России. С 2015 года у армии Лукашенко на вооружении винтовки Орсис. А как с качеством? Возьмем винтовку Т-5000. Буква Т тут значит точность. Послушаем наемника из ЧВК «Вагнер». Ну, рассказывай, что у тебя за аппарат? Аппарат отечественный, Орсис Т-5000, производится у нас частными предпринимателями и поставляется как обычным лицам, так и в силовые структуры, и конкретно в наш ЧВК. Ну вот сейчас... Да-да. Аппарат себя очень хорошо зарекомендовал. Да, он идет у нас под западный калибр 338. Вот. Работает очень хорошо, пробивает легкие укрытия, если противник за ним находится. И также, если, в принципе, на открытой местности он поражает живую силу противника до 1500 метров. То есть можно на удаленке работать. Холдинг промтехнологии скрывает своих акционеров. Формально жена Николаева больше не имеет к нему отношения. Но на сайте оружейного завода указано, что Светлана по-прежнему президент этого завода. Это нам подтвердила и пиар-менеджер Орсис. В 2017 году партнером Николаевой по оружейному бизнесу стал Игорь Ротенберг.
сын олигарха Аркадия Ротенберга. В холдинг Николаева и Ротенберга-младшего входит не только завод по производству винтовок, но и 3 патронных завода – Тульский, Ульяновский и Симбирский. Ранее Светлана не скрывала, что имеет патронный бизнес. Вот она открывает в Ульяновске сквер имени столетия завода вместе с губернатором. Детки, большие, маленькие, взрослые, скажите, сегодня хороший день, правда? Да! И погода прекрасная, правда? Да! У нас еще сегодняшний день хорош тем, что мы открываем сегодня сквер имени столетия патронного завода. Завтра будет точно такой день. Я надеюсь, погода будет такая же, как и сегодня. Но погода сегодня уже явно не такая, как в 2017 году. Светлана осталась президентом, а в совет директоров посадила своих людей – Станислава Новоселова и Симона Амирова. Они давно работают в холдинге Николаевой на руководящих должностях, туда же трудоустроены их родственники. В приложении GetContact Новоселов записан как помощник Светланы Николаевой. Остальные в совете директоров – подчиненные Игоря Ротенберга, работающие в других его компаниях. Ротенберг-младший с 2018 года находится под санкциями США, поэтому переписал долю в оружейном холдинге на своих номиналов. Партнерство с Ротенбергами, как и любовь к Трампу, это у наших героев семейное. Константин Николаев вместе с Аркадием и Игорем строили скандальную трассу через Химкинский лес, против которой с переменным успехом боролись местные жители. Даже вмешательство номинального президента не остановило вырубку леса. С учетом такого количества обращений я принял следующее решение. Я поручаю правительству приостановить реализацию постановления о строительстве соответствующей автомобильной дороги. В 2014 году Николаева и Ротенберг купили компанию Scanex. Она поставляет спутниковые снимки Яндексу и Росреестру, но приносит практически одни убытки. Интересно, что прежние владельцы продали компанию после обыска силовиков. ФСБ посчитала, что спутниковые снимки Scanex относятся к гостайне. Компанию купили нужные бизнесмены, и все претензии улетучились. Вернемся к вооружению. Вот Z-военкор Александр Сладков в 2017 году показал на оккупированных территориях сербского наемника-снайпера Дияна Берича. У снайпера в руках винтовка Орсис Т-5000. Светлана Николаева своим винтовкам обещает лучшую в мире дальнобойность. Что самое сложное в производстве снайперской винтовки? Это качество нарезки ствола. Чем точнее сделана нарезка, тем дальше будет лететь пуля. Чтобы вытачивать ствол с такой точностью, нужны надежные иностранные станки, которые из-за крымских санкций запретили ввозить в Россию. Обход санкций был примитивен. В 2015 году швейцарская компания «Пустышка» с директорами, гражданами России, поставила на завод Николаевой 5 немецких станков бренда ДМГ. По таможенным декларациям стоимость станков более 2 миллионов евро. Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам просто не нашел признаков использования данной продукции в военных целях. Прокуратура Швейцарии начала расследование, не нашла никаких формальных нарушений и закрыла дело. Кстати, а вот еще 2 небольшие истории про патронный бизнес Николаевых. В сентябре 2021 года президент США Байден запретил поставки российских патронов. Это была реакция на отравление Навального. И тут в дело вступила Национальная стрелковая ассоциация, которую окучивали Николаева и Бутина. Лоббисты заявили, что якобы Байден напал на 2-ю поправку Конституции, то есть на право на оружие. Я был удивлен, что значительную часть патронов Тульский завод Николаевой поставлял в США, и они там пользовались популярностью из-за дешевизны. Усилия лоббистов Николаевой и Стрелковой ассоциации оказались тщетны. Началась полномасштабная война против Украины. Запрет на поставки в США ударил и по заводу. Там готовились сокращения. В июне 2022 года на простой планировали отправить 600 сотрудников. А потом завод получил новые заказы. Вместо сокращений даже наняли новых работников. Одновременно с новыми военными контрактами правительство Мишустина отправило в совет директоров завода своих людей, чтобы они следили за выполнением заказов и поставками на фронт. Ульяновский завод на своем сайте пишет, что выпускает 17 видов боевых патронов и единственный в России производит патроны калибра 14,5 мм. Монополист, так сказать. Эти патроны производят для крупнокалиберного танкового пулемета Владимирова.
Из таких пулеметов российские солдаты стреляют по украинцам, как на этой видеозаписи из Бучи. Издание «Политика» пишет, что по их данным для снайперских винтовок «Орсис» завод делает патрон 338 «Лапуя Магнум». А для этого, вероятно, заказывает у американской компании «Хорнади» из штата Небраска свинцовые пули. Семья Николаевых – прямой бенефициар этой войны и зарабатывает на ней. А где же она тратит заработанное? На Западе. На том самом Западе, с которым, по версии властей и пропагандистов, Россия сейчас и воюет. Меня зовут Константин. Вы находитесь у меня в гостях. Мне очень приятно вас здесь видеть. Мы находимся в Болгаре, поместье Ля Мадонина. Я очень люблю Италию. Италия – мое самое приятное для меня место в этом мире. В Италии я больше всего люблю Тоскану. Мне кажется, что Тоскана – это такая квинтэссенция Италии во всех отношениях. Кухня, культура, архитектура, стиль. Для меня Тоскана – это Италия место номер один, а в Италии место номер один Тоскана. Кроме того, я всегда мечтал производить вино. Болгария для этого замечательное, прекрасное место. И, кроме того, оно обладает невероятным обаянием. Очень красивое и очень приятное. Поэтому я выбрал Болгарию. И когда появилась возможность, я приобрел поместье здесь. Это видео опубликовано в мае 2021 года. Меньше года до войны Путина с Западом. Глава семьи Константин Николаев в Болгаре, Тоскана, в окружении своих виноградников рассуждает о том, как любит Италию. Есть у него и второе любимое место – Швейцария. Там Николаев живет в доме на берегу Цукского озера в городке Абервиль. По утечкам мы узнали, что дети Николаевых тоже живут в Европе. 5 его детей – резиденты Швейцарии. Андрей Николаев, тот самый, который агитировал за Трампа, окончил Колумбийский университет. Устроился работать на Кипр помощником по развитию бизнеса в некую компанию «Инфра». Эта компания по производству синтетической нефти принадлежит двум россиянам – Валерию Баликоеву и Виталию Малинину. Это владельцы стрелкового клуба «Объект», того самого, где начинала свою спортивную карьеру Светлана Николаева. Там же она работала тренером, и Николаев решил помочь работодателям жены. Сейчас он совладелец «Инфра». По нашим подсчетам, его доля чуть больше 20%. Николаев инвестировал около 30 миллионов долларов в холдинг «Инфра» с офисом на Кипре и с заводом в Техасе. Почему именно Техас? Техас – оплот нефти, оружия и республиканцев. 3 в одном. Бинго, так сказать. Так что семья Николаевых наверняка себя чувствует там как дома. Поместье в Италии и дом в Швейцарии. Гражданство Мальты у всей семьи, которое они купили за инвестиции. А по данным Аль-Джазира еще и гражданство Кипра. Бизнес в США и желание влиять на американскую политику. Огромный оружейный бизнес в России для путинской армии. И все это у уроженцев Днепра и Луганска, которые зарабатывают на войне с земляками. Кому война, а кому мать родна. Такой пазл у нас сегодня получился. Подписывайтесь на канал, скоро будут новые истории. Пока!